Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Вот буквально пару недель назад заявление бывшего высокопоставленного китайского дипломата Ша Цзукана потрясло весь мир, и его обсуждают до сих пор. Ша Цзукан, бывший представитель Китая в ООН, это очень высокого ранга дипломат, выше даже, чем посол США. Он буквально заявил, что Китай должен быть готов нанести превентивный ядерный удар. Конечно, везде есть горячие головы, и даже в Китае есть некоторые блогеры и представители мозговых центров, которые постоянно призывают к использованию ядерного оружия в отношении тех или иных неугодных стран, но на их заявления обычно никто не обращает внимания. Здесь постпред в ООН, очень высокопоставленный, высокоранговый дипломат, делает такое заявление. Конечно, оно не на пустом месте делается. Фактически оно сделано в ответ на создание нового военного партнерства между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами. И это партнерство подразумевает то, что из Австралии сделают фактически базу ядерной промышленности, атомной промышленности, военной атомной промышленности. Будут создаваться атомные подводные лодки. Австралию передадут технологии гиперзвукового оружия. Ну и, конечно, в мире реальной политики дураков нету. Все понимают, что создание атомной промышленности подразумевает в том числе и создание, в том числе и боевого ядерного оружия, а не только просто подводных лодок на атомном ходу. Конечно, все это говорит о том, что в отношении Китая создается база на юге Тихого океана. И это военное партнерство, мы никаких документов не видели, оно подразумевает гибридный формат. То есть оно не подразумевает прямого военного союза по типу НАТО или ОДКБ, где в случае удара по одному из членов союза остальные вписываются в эту войну. Нет, здесь идет речь о таком же новом виде гибридного союза, когда Австралия, в случае, если она потребуется нанести ядерный удар по Китаю, она будет наносить его одна. И ответный удар, соответственно, получит тоже только Австралия. То есть речь идет вот о таком интересном новом виде противостояния Китая и США, новом инструменте, конечно, Китая, противостояние против Китая. И понятно, что по срокам создания этой атомной промышленности сроки вот этого ядерного удара, они примерно заключаются в 10-15 следующих годах. То есть 10-15 лет осталось до таких активной такой фазы противостояния между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Не только Соединенными Штатами. Всем англосаксонским миром, всем западным миром, лидерство в котором сейчас пока еще принадлежит Соединенным Штатам. Ситуация возникла это вовсе не вчера. То есть те, кто следят за реальной военной ситуацией в мире, они четко понимают, что мир перешел в стадию подготовки к ядерной войне. Уже в ноябре 2020 года не просто какой-то блогер или политик или член парламента и никому неизвестный, а реально руководитель вооруженных сил, один из руководителей вооруженных сил Великобритании, глава генерального штаба Ник Картер, заявил в ноябре 2020 года о том, что мир стоит на грани новой мировой войны. Ну, естественно, мировая война в ядерном мире предполагает в том числе и создание и нанесение ядерного удара. И та же Британия в середине 2021 года объявила о своей новой военной доктрине, в рамках которой увеличивается в дважды ядерный потенциал Великобритании до 300 боеголовок. Зачем маленькому острову в Северном море удваивать свой ядерный потенциал? С кем собрались воевать англичане? Против Исландии, Гренландии, Дании, против сейнеров под Мурманском? Непонятно, но тем не менее удвоение было заявлено. Главными противниками была названа Россия и Китай. И, разумеется, мы понимаем, что в рамках встречи Джонсона и Байдена в 2021 году, когда обсуждалась новая Атлантическая хартия, предыдущая обсуждалась между Рузвельтом и Черчиллем и подразумевала войну против Гитлера, против националистической Германии, фашистской Германии. И сейчас объявлено о создании новой Атлантической хартии, борьбы демократии против авторитарных режимов. Китай точно, ну и другие режимы подразумеваются тоже в этой борьбе. Разумеется, AUKUS, который создали Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты, обсуждался именно тогда, в середине 2021 года, когда Британия объявила о своей ядерной новой доктрине.
Однако осталось очень много вопросов в отношении этого AUKUS, но очевидно, что основным идеологом и технологическим, и политическим, и геополитическим идеологом этого именно противостояние жесткой линии в отношении Китая, сохранение лидерства англосаксонского мира, конечно, является Великобритания. Великобритания формирует некий центр в этом составе этих англосаксонских стран, англоговорящих стран, и уже пытается довести линию противостояния США-Китай до прямого конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. Давайте будем разбираться, чем это угрожает, в том числе России. Какие вопросы очень такие интересные обошли комментаторы, которые уже несколько недель комментируют вот эту возможность ядерной войны, ее перспективы, сроки и так далее. Подписывайтесь перед этим на канал, кто не подписался, ставьте лайки, комментируйте и оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где все новости появляются в оперативном формате. Ну, в первую очередь, большинство критиков того, что ядерная война не может произойти, потому что она не может произойти никогда, наверное, не забыли про атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, они утверждают, что Австралия это такая же равноправная часть англосаксонского мира, и никто не позволит из Австралии сделать ядерную пустыню таким, ну, вряд ли будет западный мир жертвовать этим государством, континентом с его богатой флорой и фауной и так далее. Да? Но в реальности ситуация обстоит гораздо сложнее. Мир, как я уже многократно говорил, стоит на пороге появления баланса двух держав, и Китая, и Соединенных Штатов. К 2026 году это произойдет. Китай обгонит Соединенные Штаты по объему экономики, уже по формальным показателям, а это будет для Соединенных Штатов означать потерю монополии в экономике мира, финансовой и так далее. То есть это автоматически приведет к краху Соединенных Штатов в самой ближайшей перспективе, потому что Соединенные Штаты не существуют как самостоятельное государство, не существуют как надстройка над всем остальным миром, который завязан полностью экономически, в том числе на Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты фактически черпают свою мощь из финансово-экономических колоний, использующих доллар в качестве единицы расчета. Таким образом, до ситуации, когда Китай произойдет в Соединенные Штаты, автоматически начнется обрушение или перераспределение стран и колоний финансово-экономических Соединенных Штатов в пользу Китая, осталось немного, несколько лет. И это очень большая игра. На карту поставлено лидерство Соединенных Штатов в мире, западной цивилизации, англосаксонской цивилизации. И речь идет об Австралии, и насколько Австралия это такая неотчуждаемая территория, насколько ее жалко. Ну, все, кто более-менее понимает в англосаксонском истории доминионов Великобритании, все знают, что сама Великобритания не считает себя частью Европы. Сами британцы называют себя, да, свой остров, свою страну остров, Айленд, вовсе не часть Европы. А вот, например, Австралию называют corner, это угол. То есть это территория, которая находится в углу мира. По большому счету, что такое Австралия? Страна каторжников, страна отчаянных людей, сумасшедших, которых ссылали, сами туда уезжали. То есть люди не лучшего качества. В целом Австралия это такой глобальный англосаксонский Магадан. И, конечно, в страну, где живут каторжники бывшие, и тогда и китайцы, совершенно не жалко поставить в такой глобальной игре, сделать на нее ставку. Это вовсе не отчуждаемая часть. И я думаю, что если ядерный удар будет наносить, речь идет о мировом господстве и потере Магадана, думаю, что английский Магадан, он, может быть, и потерпит вот такой ядерный удар по себе. Важный очень момент, то что вот это все не разговоры на абстрактные, абсолютно это не абстрактный разговор о том, что Австралия станет местом противостояния физического с Китаем. В прошлом году об этом писал в Телеграме бывший глава командующий силами специальных операций Австралии Адам Финли. Он в 2020 году на закрытом брифинге заявил о том, что Австралия должна готовиться к открытому прямому военному противостоянию с Китаем. Информация эта всплыла очень поздно, спустя полгода или год, в 2021 году. Но мы помним, что именно в 2020 году Китай начал очень мощную кампанию по экономическому давлению на Австралию.
То есть высшему руководству Китая было известно о таких планах. Я думаю, что полнота картины у них есть. И понимая, что из Австралии хотят сделать вот такое вот место базирования ядерных подводных лодок, и не только, может быть, это будут совершенно разные, это спектр ударных сил может быть расширен. Понимая это, Пекин прибегнул к экономическим методам войны и вовсе не из-за политических заявлений Австралии развязал блокаду, в том числе угля, австралийского зерна, вина и так далее, уже в 2020 году. То есть то, что вот сейчас об австралийском угле говорят, все началось в 2020 году, после внутренних решений истеблишмента Австралии, военно-политического руководства Австралии, включиться в этот AUKUS. И это произошло еще в 2020 году, и Пекин это прекрасно осознает. Поэтому Шадзукан и делает такие жесткие заявления, потому что Пекин понимает, к чему все идет. Что Австралия готова стать таким местом пусковым или размещения ядерных подводных лодок, несущих ядерное оружие, направленных на Китай. Это очень важно, и мы должны понимать, что в целом Китай очень долго выстраивал свою стратегию в отношении Австралии. Это разные были силы, не только силы Си Цзиньпина, это были и противоположные ему силы и так далее. И вообще Австралия была сделана попытка привязать максимально Австралию экономически к себе. И Австралия стала реально 9-10 по объему товарооборота торговым партнером Китая с товарооборотом порядка 140-160 миллиардов долларов в год. Сейчас Китай пытается переориентироваться, заместить австралийские товары российскими, то есть он эту стратегию практикует в отношении России, да, потому что это еще более опасный для Китая тыл, где могут размещаться направленные против него ядерное оружие в случае смены геополитической парадигмы Российской Федерации. 10% населения Австралии составляют примерно около 10% населения Сиднея и Канберры примерно составляют китайцы. То есть, если уж и говорить, где есть засилье китайцев, это вовсе не Дальний Восток, не Иркутск, а это вот Сидней и Канберра, где каждое 10-е лицо это китайцы, которые переехали с материка в основном. И мы должны понимать, что Китай оказался безуспешным в своей политике такого, скажем так, скрытого блокирования инициатив Запада по своему сдерживанию. То есть эта политика оказалась бесплодной, и австралийские экономические интересы они не смогли подавить совокупного давления англосаксонского блока на руководство Австралии. Но почему Австралия? Это очень далеко, это неудобно воевать из Австралии с Китаем. Я думаю, что ответ лежит на поверхности. Очень долгое время после возникновения этой ситуации 2020 года Япония отмалчивалась, осталась в стороне от планов Великобритании и Соединенных Штатов создать именно из Японии такую базу, ударную базу против Китая. Япония до сих пор не отменила статью Конституции, по которой им запрещено иметь вооруженные силы, но США и Великобритания, я думаю, настаивали на возможности такой отмены, создания не только вооруженных сил, но и создания ядерного оружия в Японии. И очень странные политические события происходили в Японии. То есть долгожитель по японским меркам Синдзо Абе, который руководил Японией с 12 по 20 год, он в 2020 году ушел в отставку. Он, в принципе, выстраивал политику относительно нейтральную Китаю, хотя, конечно, он все-таки представлял такое крыло все-таки ястребов, да, то есть при нем произошло некоторые изменения. Япония стала более агрессивной, ястребы стали активно, скажем так, продвигать свои идеи, реализовывать их. Но, тем не менее, в 2020 году ушел, и его преемник, его тень партийная, это Суга, тоже не просидел и больше года. По причине как будто бы проблем с пандемией во время Олимпиады он ушел. На его место сейчас пришел третий премьер за последние 2 года. Это Кисида, бывший министр северных территорий, Курильских островов и Окинавы. То есть человек очень ярких таких позиций ястреба. И человек, который родился в Хиросиме в 1957 году. То есть Хиросима и Нагасаки, если вы не знали, это 2 крупнейших прозападных центра Японии, самые крупные католические, протестантские города с самым большим христианским населением в Японии. То есть пришел человек, сменщик, более радикально настроенный в отношении Китая.
И сразу же Япония провела боевые испытания своего полуавианосца, такого авианесущего крейсера, который тоже может использоваться в борьбе против Китая. То есть Япония сделала демонстративный шаг, показывающий руководству США, под давлением которых, скорее всего, и сменилось руководство в Японии, что Япония все-таки готова к сдерживанию Китая, в том числе через боевые действия. На нее ставится основная ставка. В случае вооруженного столкновения на Тайване руками Японии должны проводиться поставки оружия, материально-технических средств защитникам Тайваня. И, соответственно, все мы понимаем, что если на Тайване начнется операция, она сразу же перекинется на Восточно-Китайское и Южно-Китайское море, и по всему вот этому огромной акватории будут проходить столкновения рыбаков с береговой охраной. Да? Все мы понимаем, о чем идет речь. И Япония все-таки, она долго отмалчивалась, поэтому AUKUS, он все-таки был сосредоточен на Австралии. Из-за того, что Япония не захотела активно участвовать в этом, соответственно, антикитайском альянсе уже боевом с применением ядерного оружия. Но вот сейчас эта ситуация меняется. Другой очень важный вопрос, а почему вот такая страна, как Канада, которая входит во все антикитайские коалиции и защищает права человека по всем вопросам, солидаризируется с Великобританией и США, которая входит в альянс «Пять глаз», почему она отказалась от вхождения в AUKUS? Ну, тоже можно только догадываться, хотя, по идее, Канада должна войти. Но ситуация в Канаде была такова, что переизбирался Джастин Трюдо. Позиции очень слабые, партия набрала, еле-еле продвинула своего кандидата. И то же самое, что в Австралии, в Канаде 7% населения это китайцы. И китайцы как раз они занимают большинство в тех территориях Канады, которые расположены на берегу Тихого океана и которые не очень негативно относятся к Трюдо. После переизбрания Трюдо сразу произошел возврат Мэн Ванчжоу, это один из руководителей компании Huawei, фактически человек высшего руководства Китая, корпоративного, дочь основателя Huawei, была в заложниках в Канаде 3 года, ее требовали к экстрадиции в США. Ситуация никоим образом не разрешалась, она подвисла между небом и землей, и, соответственно, никто ее не возвращал. Тут Трюдо выиграл выборы и не вступил в AUKUS, и Мэн Ванчжоу вернулась в Китай. То есть очевидно, что Канада вышла из этого противостояния хотя бы временно, и какую-то роль в этом сыграл непосредственно Китай в том числе. То есть идет негласная борьба вокруг формирования этого альянса. Ну и Китай, согласно заповедям методов войны Суньцзы, разбивает альянсы, поскольку он не может разбить замысел англосаксонского мира по уничтожению, по недопущению к доминированию в мире Китая. Он пытается разбить альянсы. Ну, а если уже ему не получится разбить альянсы, дальше следующий способ очень негативный, это уже разбивать армию. Китай очень не хочет этого, пытается не допустить создания этих альянсов, но у него не получается. Все-таки англосаксонский мир демонстрирует определенное единство и пытается к 2035 году реально сколотить ядерную коалицию против Китая. Другой большой вопрос, почему Новая Зеландия, которая тоже входит в 5 глаз, и англосаксонская страна не вошла в коалицию. Ответ такой же, как в Австралии, только позитивный для Китая. В Новой Зеландии Китай реально создал такое лобби, которое не позволяет Новой Зеландии войти в эту коалицию. Новая Зеландия полностью завязана на Китае, ее экономика. И то, что Новая Зеландия не вошла в этот союз, и ее территория и акватория не позволяет проходу ядерных сил, это очень большое достижение Китая. То есть Китай все-таки Новую Зеландию смог на свою сторону перетянуть. Однако очень много вопросов, почему Европа отказалась, почему Франция подняла такой вой. Но ответ очевиден, я много раз об этом говорил, Европа реальный бенефициар возвышения Китая. То есть возвышение Китая вовсе не приведет к однозначному лидерству. Китай не способен без Европы, России и ряда других стран руководить ни Евразией, ни тем более миром целиком. Скорее всего, будет коллективное руководство. В 2020 году Китай потеснил Европу, Соединенные Штаты на месте первого торгового партнера Евросоюза. Сейчас к власти приходит в Германии отнюдь не проамериканский кандидат. Кто видел ролики, прекрасно понимает, о чем я говорю. Европа идет в раскол с НАТО. Франция лоббирует создание европейских вооруженных сил, фактически альтернатива НАТО и Европа, если все-таки удастся Франции и Германии договориться,
посмотрим в ближайший год, что будет происходить, фактически начнет вытеснять американских союзников, Польшу, другие государства из Европы, уменьшать их влияние. То есть фактически в Европе появится европейская армия, которая будет соперничать с НАТО. И, конечно, это очень для НАТО не здорово. И это грозит перспективе полного ослабления НАТО. Поэтому, собственно, в AUKUS никакой Франции не приглашают. Все понимают, что реально Германия, Франция, Италия — это страны, которые уже купил Китай. Ну, если так выражаться художественным языком, или они пришли к какому-то договоренности, что они не будут в открытом конфликте участвовать. Зачем это нужно Соединенным Штатам? Поэтому формируется очень узкий блок друзей. Европа не хочет противостоять с Китаем, и фактически разрыв идет между Объединенной Европой и блоком англосаксонских стран. Другой вопрос, что это все противостояние в Тихом океане не возникло вчера. В этом году Индонезия, которая лежит между Австралией и Китаем, она перешла в торговлю на юань. Это я писал в своем телеграм-канале. Огромная торговля, порядка 50 миллиардов долларов между Индонезией и Китаем, в том числе нефть. Индонезия сделала свой выбор. Она не хочет стать площадкой ядерных ударов, противостояния Китая и Соединенных Штатов. Сделала выбор в пользу Китая. Важный исторический выбор Индонезии. Одновременно с этим в Южно-Китайском море потонула подводная лодка индонезийских ВМС. Я думаю, что это просто совпадение, хотя и очень редкое для этого региона. То же самое касается цепи островов Океании. Кирибати и Соломоновы острова в 2019 году признали КНР, то есть отказались от своих отношений с Тайванем, фактически вышли из проамериканской зоны влияния. Мы очень мало знаем о том, что китайцы фактически заселяют острова Океании. Их количество постоянно растет, они ведут там определенный бизнес и так далее. То есть вовсе не в Артеме, Комсомольске-на-Амуре, Находке появляется китайский квартал, они появляются совсем в других местах. Если уже где-то будет референдум какой-то прокитайский, то, скорее всего, страны Океании. Это реальность, за которой мы не следим, но в которой очень активно наблюдают Соединенные Штаты, Франция и другие государства. Важный момент, о котором никто ничего не сказал, это роль Папуа-Новой Гвинеи для Китая. Это стала ключевая страна, она находится рядом с Индонезией и непосредственно в близости к Австралии. Вот такая маленькая, никому не нужная страна, о которой мы знаем из путешествий Миклуха Маклая, и в которой Россия когда-то хотела создать свою базу. Там, во всяком случае, Миклуха Маклай Александру Третьему предлагал такую идею, он ее отверг. А вот теперь, скорее всего, эту базу будут создавать там китайцы. Очень странно, но за 2018-2019 год с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи О'Нилом Си Цзиньпин лично встречался 3 раза и даже посещал Папуа-Новую Гвинею. Возможно, Папуа-Новая Гвинея, она вот станет таким, найдет свое китайское будущее в этом противостоянии. И будет, соответственно, Китай, как в игре войти, если его обкладывают, он будет обкладывать тех, кто обкладывает его. Это будет противовес австралийским подводным лодкам и гиперзвуковому оружию. Скорее всего, это будет именно Папуа-Новая Гвинея. Достаточно большая территория. Что мы наблюдаем? Что сейчас реально формируется коалиция к новой мировой войне. Фронт — это, скорее всего, весь Тихий океан. Основной фронт — это от Берингового пролива и Аляски через Японию, через острова Восточно-Китайского моря. Конечно, сердце этого фронта — это Тайвань. Это очень сложный вопрос, наиболее горячая точка. Дальше идет очень жесткая попытка перетянуть союзников Юго-Восточной Азии между Китаем и Соединенными Штатами. Очень видно это хорошо на примере Вьетнама, очень видно хорошо на примере Мьянмы. И вот сейчас более-менее лояльный Китаю президент Дутерте, Филиппин, он уходит. Его меняет бывший боксер, который занял очень активную антикитайскую позицию на Филиппинах. Страны делают свой выбор, и понятно, что этот огромный фронт, он не зажжется сразу, как и во время Первой мировой войны, Второй мировой войны. Возникать будут локальные конфликты гибридного характера, потому что негибридные конфликты чреваты применением ядерного оружия, то есть бесконтрольным развитием ситуации. И кибероружие, электромагнитного оружия, столкновение подводных лодок с неизвестными предметами, с чем сейчас случилось с подводной лодкой Connecticut, которая врезалась во что-то в
то ли где-то в Тихом океане, то ли в Южно-Китайском море, еле доковыляла до Гуама. Это будет происходить по нарастающей, с максимальным количеством применения гибридных средств противостояния, киберпространство, электромагнитное оружие, биологическое оружие, экономическая война и так далее. Ну и к 2032-2035 году уже выльется в, возможно, не хочется этого, но это реальность уже, о которой говорят очень высокопоставленные действующие руководители, к ядерному конфликту. Что вы думаете по этому поводу? Какое место России в этом противостоянии? Пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о видео в своих соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме. Подписывайтесь на Телеграм. Спасибо большое.